Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем рассматривать очень интересную такую глобальную тему, а именно смена кармических узлов. Она меняет у нас ось. Ранее была Телец Скорпион, теперь у нас Овен Весы. Соответственно, меняются ваши кармические задачи на предстоящие 1,5 года, потому что меняются у нас узлы с 18 июля 2023 и будут они по 11 января 2025 года. Поэтому на 1,5 года меняются ценности, приоритеты и, в принципе, меняются ваши задачи. Мы, конечно же, посмотрим, в каком русле, как это повлияет на все сферы вашей жизни. Единственное, что могу сказать заранее, что у вас это будет на оси 10 и 4 домов, потому что у вас Раху в 10, а Кету у вас в 4. Будем смотреть и анализировать, к чему стоит готовиться, ну и каких перемен вам ожидать. Поэтому приступим. Итак, первый дом. У вас здесь ложится колесо фортуны. Прекрасный аркан. Аркан судьбы, судьбоносных перемен. Удача вам улыбается. Самое время ловить ее за хвост. Если анализировать с точки зрения первого дома, первый дом – это наше «я», или он называется в принципе точка «я», поскольку он символизирует нашу личность, он символизирует наш характер. Помимо всего прочего, это внешний облик, это наша конституция, манеры, темперамент, тип самовыражения, то, как мы воспринимаем себя, как мы себя позиционируем в социуме. И вот учитывая, скажем так, и попытаясь обобщить все эти факторы, колесо фортуны говорит, во-первых, об успешном смене имиджа, о росте вашего авторитета, о поддержке со стороны социума, потому что по колесу фортуны вас будут считать счастливчиком или баловнем судьбы. Люди сами к вам будут тянуться. Плюс для вас это возможность себя реализовать, выйти на новый старт. И поскольку у нас ось 1-7 домов, она связана не только с нашим «я», но и с тем, что наше «я» зеркалит, а именно партнеры, то для многих из вас это могут быть еще значимый период, связанный с построением партнерских отношений, личных, деловых или социальных. Мы, конечно, потом проанализируем 7-й дом, но уже карты говорят о кардинальных переменах. Это не только внешний облик, это еще ваше внутреннее содержание, ваши приоритеты, ваши цели, задачи, мечты и позиция не соглашаться на меньшее, брать от жизни максимум. Вселенная вам благоволит, посмотрим, воспользуетесь ли вы этим шансом. Итак, посмотрим с вами 2-й дом. На 2-й дом у вас ложится аркан Звезда. 2-й дом – это дом, точка возможностей. Почему? Потому что он отвечает за наши ресурсы. В первую очередь это, безусловно, деньги, наличность. Это деньги, которые у вас могут находиться в электронной валюте. Почему? Потому что это, в принципе, вопросы имущества, доходов, также, конечно же, трат. Но это материальные средства, которыми вы обладаете благодаря стечению обстоятельств, вашим усилиям, поддержке вашего окружения. То есть это то, что вы приобретаете сознательно, тем либо иным путем в вашей жизни. Ну и в целом это финансовые перспективы, это возможность выигрыша, это вопросы распределения бюджета, это благосостояние, ну и для вас ресурсы. Ресурсы у нас не только деньги, это наша энергия, то, что мы даем вовне, в социум. Это то, что влияет на наше состояние здоровья. Не здоровье в прямом смысле этого слова, а то, как вы себя мира ощущаете, то, что вы готовы проецировать вовне и получать обратно, какую энергию. Поэтому здесь аркан Звезда говорит о шикарных перспективах. Естественно, звезда – это рост доходов, это увеличение доходов, это траты доходов на реализацию мечты. Для многих это приход денег через медийность, популярность, через социальные сети, через медиапространство, через, допустим, вы можете печататься в глянце или там сниматься в фильмах, быть просто, потому что звезда – это быть на виду.
У кого-то это, знаете, как удачная фотосессия, которая вам откроет путь в нишу моделинга. То есть у каждого здесь может быть абсолютно свое, но для того, чтобы получать ресурс, это вам как подсказка дополнительная, вам в рамках этих 1,5 лет нужно заниматься вопросами самопиара, раскрутки, быть медийным, открытым, потому что чем больше вы будете входить в социум, делиться, может быть, чем-то личным, сокровенным, раскрывать себя, потому что люди здесь будут идти на вашу энергию. Вот это все позволит вам в разы увеличить ваши доходы и получить новые возможности. Вам главное этим грамотно воспользоваться. Смотрим с вами 3-й дом. Что у вас здесь по 3-му дому? 3-й дом, 8 пентаклей, она же 8 монет. 3-й дом у нас отвечает за коммуникацию. Почему? Потому что соотносится с планетой Меркурий, и как следствие этот дом у нас отвечает за взаимоотношения с окружающими. В первую очередь, конечно, близкие, братья, сестры, друзья, соседи. Ну, в принципе, говорю, круг нашего повседневного общения. Но помимо всего прочего, он указывает за социальную какую-то жизнь, переписки, командировки, переезды. Вот это, знаете, говорю, повседневный бытовой хаос. Вот это тоже у нас идет по 3-му дому. Это также вопросы и начального и среднего образования. Это короткие поездки, это покупка средств передвижения, это бумаги, переписки, контракты, это рост и, знаете, как улучшение вашего интеллекта. Но помимо всего прочего, это все, что касается курсов, мастер-классов, вебинаров, семинаров, потому что 8 пентаклей, она этому способствует. Итак, о чем она здесь будет говорить в 3-м доме? Во-первых, коммуникация, которая благоприятно скажется на вашей карьере или на построении бизнеса. Деньги, которые в прямом смысле слова идут через окружение. Клиентская база, которая идет через окружение. И опять же, окружение, которое работает на вас. Потому что об этом говорит 8 пентаклей. То есть воспринимайте как хотите. Как вопрос сарафанного радио, так и просто какая-то реклама, пиар. Ну то есть вот социум на вас работает вот фактически от А до Я. Далее. Это карта, которая говорит, что действительно у многих из вас будут переездки, поездки. Это, знаете, как жизнь в движении, потому что 8 пентаклей – это активная работа, это труд, который направлен на расширение ваших возможностей. Поэтому готовьтесь трудиться, работы здесь действительно будет сверх меры, общение, связей, деловых знакомств тоже. Для некоторых это может быть как автомобиль в лизинг, либо авто рабочие, то есть не будут траты на дополнительные какие-то расходы относительно транспортного средства, либо здесь компания каким-то образом вам может дать суду на покупку личного автомобиля, потому что здесь вот эта вот 8 пентаклей в 3-м доме, это как общественность, которая способствует вашей мобильности, передвижению. Опять же, 8 пентаклей. Прохождение курсов повышения квалификации, мастер-классы. Опять же, вы можете быть спикером на каких-то курсах, бизнес-тренингах, можете быть коучем, наставником. И опять же, зарабатывать через это, зарабатывать через общественность. Поэтому у вас здесь действительно очень такие вот позитивные идут аспекты. И как вы уже, думаю, заметили, здесь для вас это прекрасные арканы. Смотрим 4-й дом, либо иными словами точку происхождения. А вот здесь ложится аркан смерть. Сейчас будем его раскрывать и смотреть. Не зря у вас аспектированы то, что я вам сказала изначально. У вас идет ось 10 и 4 домов. Вот непосредственно 4-й дом. О чем говорит этот дом, за что он отвечает и о чем здесь может говорить данный аркан. Итак, 4-й дом – это наш фундамент, да, на который мы опираемся с нашего рождения. И, конечно, он говорит о возможностях и как восхода по социальной лестнице, потому что мы здесь закладываем основу, да, наших социальных побед. И помимо всего прочего, это
рост престижа, репутация в обществе и акцент на семейные корни, на родительский дом, на собственный дом. Это вопросы недвижимости, причем неважно, она коммерческая у вас или жилая. Это все, что связано с родиной, это все, что связано с родителями, с семьей. Здесь это вопросы создания семьи, вопросы частично проходят здесь брака, хоть брак в целом и по 7-му дому, но иногда показатели 4-го дома тоже могут говорить здесь о переменах. Итак, о чем здесь говорит смерть? Почему сразу хочу дополнить, чтобы прояснить для себя эти моменты и вас тоже не вводить в заблуждение. Смерть, королева мечей и дно колоды 5 жезлов. Здесь не нужно бояться вопросов смерти кого-то из близких или из родственников. Здесь, поскольку дно колоды 5 жезлов, это может быть борьба. Борьба с чем? С вопросами бюрократии. Например, вопрос покупки или продажи недвижимости, ее перепланировки или оформления, там, узаканивания, приватизации. Или если это касается вопросов спора там, за наследство, то есть это отстаивать вопросы недвижимости, то есть в юридическом ключе. Если, допустим, было разрушено ваше жилье в ходе боевых действий, это вот фактически бороться, выбаривать на законодательном уровне вопросы компенсации, восстановления и прочее, потому что 5 жезлов бороться, смерть, королева мечей – это как вопрос, знаете, как трансформация на каком-то вот юридическом уровне, отстаивать, менять. Еще для кого-то бороться, добиваться документов, это вопросы репатриации. Если вы хотите куда-то эмигрировать, то есть это поднимать родовые корни, официально заявлять о вопросах наследия и, как следствие, по программам репатриации эмигрировать в какую-то из стран. Здесь что еще может проходить? Наследство с вами обсудили. Так, могут быть моменты в целом, когда меняется ваш подход. Допустим, вы можете здесь пытаться открыть гостиничный, ресторанный бизнес, либо стремиться бороться, получить на это лицензию, как следствие, чтобы работать в этой нише. Опять же, смерть, королева мечей – это получение разрешений на ремонт, либо на обустройство жилища. Почему разрешение? В частности, это актуально для тех, кто там живет в каких-то исторических зданиях, либо те, которые могут охраняться там ЮНЕСКО или какими-то организациями. То есть здесь на официальном уровне получать разрешение на вопросы реконструкции, преобразования. Поэтому, да, здесь для вас такие значимые моменты. И опять же, у некоторых из вас это желание сменить место жительства, поменять локацию, где вы живете. То есть здесь очень-очень много факторов, которые будут влиять на вот эти перемены. Потому что смерть и королева мечей, это если вы эмигрировали куда-то, пытаетесь где-то закрепиться, это пройти массу юридической волокиты, чтобы закрепиться и решить все бюрократические вопросы, и ощущать себя там комфортно. Смотрим с вами 5-й дом. Что же здесь? Пятый дом, 9 чаш. Поскольку 5-й дом – это у нас дом удовольствий, или как еще часто его называют, дом досуга или точка влечений, он у нас отвечает за детей, искусство, за разного рода удовольствия, за наши прихоти. Помимо всего прочего, это в целом отдых, игра, развлечение, азарт, успех, слава, любовь, то 9 чаш – это наполненность. Здесь однозначно у многих могут проходить появление любовников, любовниц, формата свободных отношений, который вас насыщает, потому что, видите, открываю, для вас здесь ложится дьявол, да, то есть и физические удовольствия, и эмоциональная тяга. Единственное, в качестве предостережений эти карты могут говорить, что у вас могут появиться удовольствия и зависимость от удовольствия, такого плана, как, допустим, алкоголь, да, либо, не дай бог, наркотическая зависимость, поэтому с этим осторожным. Во всем остальном это эмоциональная привязанность и одержимость каким-то хобби или любимым делом. Это просто погружаться в это с головой, как в омут, и от этого кайфовать. И если это касается вопросов детей, то вы будете здесь обеспокоены их одержимостью, их тягой. Допустим, если это у детей первая любовь, какие-то чувства, и они на чем-то залипают. Вы это будете воспринимать не то, что как личную привязанность, а будете им сопереживать, проживать это вместе. И как следствие пытаться решить эти моменты, их вопросы
сердечных привязанностей, конфетно-букетного периода, потому что это, знаете, как проживать это наново. Если мы с вами будем смотреть 6-й дом, что здесь у нас по факту? По 6-му дому. 6-й дом, двойка мечей. 6-й дом, как мы говорим, точка силы. Почему? Потому что у нас, в принципе, этот дом отвечает за работу и здоровье. Почему именно так? Ну, потому что это дом, который соответствует ежедневной такой рутинной работе, исполнению служебных обязанностей, заботе о здоровье. И, как следствие, почему эти темы две важны? Потому что, ну, могу сказать, что комфортно организованные условия труда, они являются для вас залогом физического и психического здоровья. Все, что идет по 6-му дому, у нас это и повседневные заботы, и служба, и обязанности, взаимодействие с подчиненными, взаимодействие с домашними питомцами, вопросы самочувствия, болезни, лечения и долги. Но долги не которые вы берете у кого-то, а это, допустим, которые занимают у вас. Итак, о чем здесь говорит двойка мечей? Для некоторых совмещение двух видов деятельности. Это первое. Если мы будем смотреть вопросы здоровья, обращайте, пожалуйста, внимание на особенно хронические заболевания, глаза, ухо, горло, нос, уши в первую очередь. У кого есть склонность к отитам, гайморитам, из-за простудных заболеваний или там легкого переохлаждения, опять же болезни глаз, вот это все должно для вас быть ключевым моментом, и по двойке мечей вы должны закрыть эту ситуацию, то есть решить эти вопросы, купировать хронические болезни, да, и не допустить развития новых. Еще, с точки зрения долгов, рекомендация закрыть эту ситуацию, никому не занимать. И вообще постараться в рамках этого периода сделать так, чтобы вам вернули долги, иначе впоследствии вы можете не увидеть своих денег. То есть подогнать ваших должников, которые вам обязаны вернуть какие-то ресурсы. Если это касается вопросов взаимодействия с подчиненными, четкое разограничение моментов. Дружба дружбой, а служба службой. То есть не смешивать личное с публичным, либо со служебными какими-то обязанностями. Еще, если это домашние животные, по двойке мечей, постараться их оградить от каких-то возможных заболеваний, или иначе эти тяготы дополнительно лягут на ваши плечи. Но еще как ограничение здесь не брать новых питомцев, потому что для вас это может быть не в радость, а в тягость. Ну и в целом эта карта говорит о ситуации, когда вам придется, допустим, тянуть две должности или работу и одновременно какое-то хобби. То есть, ну, с одной стороны, как разорвись, с другой стороны, это попытки для себя уравновесить ситуацию, ну и как следствие ее тянуть. Смотрим 7-й дом. Что у вас здесь? Седьмой дом. У вас здесь ложится аркан Мир. Прекрасная карта. Почему? Во-первых, это старший аркан. Во-вторых, это переход на новый уровень, на новый цикл и этап жизни. И вообще у нас 7-й дом – это называется точка «ты». Почему? Потому что, смотрите, ось 1-7 домов – то, что зеркалит вас самих. То, как вы себя позиционируете вовне, такие партнеры к вам притягиваются. Потому что 7-й дом – это у нас дом партнерства, брака. Это, в принципе, партнерство не только личного, да, но и делового характера. Это связи, союзы, это добровольное соглашение, кооперация, сотрудничество. То есть это все, что оформлено официально и юридически. То есть бракосочетания, трудовые договора, контракты. Это венчание, это в целом, кстати, еще судебные процессы, которые для вас будут завершены и завершены со знаком плюс. Это взаимодействие с вашими врагами, конкурентами, потому что, опять же, люди, которые зеркалят вас, может быть, хотят похожими на вас. С точки зрения в целом, если вот так обобщить, посмотреть, то карты показывают на знакомство для кого-то с судьбоносным партнером, с которым будет создание семьи. Причем здесь партнер или партнерша могут быть иностранкой или иностранцем. Или знакомство может быть через интернет, также в поездке, в путешествии. Но для вас это такая знаковая, значимая веха. И для многих из вас это, особенно посмотрите, у вас на ось 1-7 домов 2 старших аркана, каких ключевых? Колесо фортуны и мир. Вот здесь может у вас быть действительно такая серьезная развязка.
это все у вас отобразится на оси 10-4 домов, которые для вас потом, ну, как являются значимыми на эти 1,5 года. Смотрим 8 дом. Что у вас здесь? Здесь у нас ложится аркан Луна. Очень интересная карта, и интересен тот факт, что ложится у вас в 8 доме. Забегая наперед, скажу, что просматривая различные знаки зодиака, я смотрю, что у многих падают в 8 доме старшие арканы. То есть идут значимые знаковые перемены. У многих открывается канал ясновидения, яснослышания, взаимодействие с потусторонним я. Открываются силы, которые идут по роду. Больше читаете информации, больше углубляетесь в эзотерику. Потому что здесь это проработка глубинных комплексов, страхов, неуверенности. Это умение слышать себя и заглушать ненужный шум, знаете, как ненужные вибрации. Помимо всего прочего, 8 дом, или как мы называем его, точка границ, дом жизни и смерти. Почему? Потому что здесь это дом врат, это переход к новой жизни, новая реальность. Дом, который отвечает за материальные ценности и финансовые дела вашего брачного либо делового партнера, отвечает за общие капиталы, за наследство, страховки, завещания. Это вопросы преобразования, продолжительности жизни. Да, это дом смерти. Но в данном случае сейчас мы с вами сакцентируем внимание, объясним, что здесь может быть. Дом секса, тайн, оккультных способностей, нотариальных дел, расследования. Ну, то есть здесь настолько многогранен этот дом. Вот моя задача сейчас вам донести, о чем здесь конкретно идет речь. Итак, с точки распределения доходов. Это общий бюджет, потому что Луна здесь это все в общую копилку, общий ресурс. Видите, как общее древо. То есть если у вас ранее был раздельный бюджет, то сейчас это, знаете, как все в одну корзину. Дальше, если рассматривать с точки зрения оккультизма, безусловно, это углубляться в эзотерические знания, это побуждение к изучению оккультных наук, гипноз, гипнотерапия, регрессинг, то есть все, что связано, скажем так, с нишей эзотерики. Помимо всего прочего, здесь, если смотреть, это переживания и страхи за будущее, за ваш род. То есть вы заранее можете писать вопросы, ну, как процедуры наследства составлять, завещание, дарственную на ваших близких, на ваших родственников, чтобы в чем-то себя обезопасить. И если это вложение ваших партнеров, то есть вам дают какие-то суммы, это могут быть краткосрочные инвестиции, потому что Луна у нас отвечает за месячный цикл. То есть это, как знаете, как вложили на короткий период, получили дивиденды, вывели деньги. С точки зрения секса, это пробуждение чувственности, преодоление комплексов, страхов, неуверенности, убрать вот те блокировки и установки, которые у вас имели место быть. И не говорю, что там убрать все ограничения и догмы, но тем не менее здесь может быть пересмотр вашей сексуальной жизни, как новый подход. Еще это аркан, который действительно говорит, что вы не беспокоились, ушла проработка ваших страхов. Здесь не только работа с психологом, здесь себя в чем-то обезопасить. Как я говорила, те же там страховки, те же там ресурсы, которые вы расписали, переписали. То есть вы в этом плане будете ощущать себя более спокойными. С точки зрения смерти, потому что знаю, что часто это встречается, все такие, о, как же этот вопрос смерти. Здесь у вас вопрос смерти может быть только для тех, у кого по Луне, если вы психоэмоционально нездоровы, есть диагноз шизофрения, то я бы вам рекомендовала в течение этих 1,5 лет активно наблюдаться у психиатра, принимать соответствующий протокол лечения, чтобы обезопасить себя от каких-то, вы меня поняли, да, возможных острых ситуаций. В остальном я не вижу здесь вопросов смерти, здесь по Луне все, что может быть, вот с этим бдительно и аккуратно. Это отравление, то есть передоз алкоголем, наркотиками, то есть все, что связано с жидкостями. Я не говорю, что вы там пошли на свадьбу, кому-то выпили, может быть, чуть сверх нормы. Это не о том. Это конкретно о тех людях, у которых есть серьезные зависимости. То вот здесь имеет смысл задуматься, иначе ваша пагубная привычка вас может погубить. Смотрим с вами 9 дом. Что здесь будет по 9 дому? Ой, у вас здесь ложится Верховная Жрица. У вас, смотрите, какое количество старших арканов. 9 дом, или как он называется, точка духа. Это дом нашей интеллектуальной жизни.
это изучение религии, это дальние путешествия, это получение второго высшего образования, это получение, изучение сакральных знаний, это изменение мировоззрения в целом, это углубление в философские убеждения. Для кого-то смена религии, если это идет конкретно о вопросах никяха, если вы были в другой вере. Опять же, действительно, смена веры. Поскольку здесь ложится жрица, это, конечно, в единичном ключе, но, может быть, у кого-то есть такой ментальный, духовный посыл. Это либо длительный период быть интровертом, знаете, где-то на островах в ретрите, или может прийти к концу этого периода, полуторагодовалого, осознание посвятить себя чему-то большему, будь то наука, религия, то есть по принципу уйти в монастырь. Я говорю, это у единиц, это не значит, что у всех. Почему? Потому что жрица здесь еще по 9 дому это посвятить себя тоже изучению, допустим, оккультных знаний. Ну а в целом это получение, как я говорю, высшего образования, это вопрос судебных дел, которые вы можете решать нелегальным путем, да, находить обходные пути решения этих вопросов и ситуаций. И поскольку это у нас еще дом общественных институтов власти, то есть это как тайная поддержка от таковых руководителей. Смотрим с вами далее. 10 дом. Что у вас идет по 10 дому? 8 жезлов. Ох. Карта скорости, карта роста, достижения, новых возможностей, и это прекрасно. Не зря я вам сказала, что у вас аспектированы 10 и 4 дома, у вас таким образом идет смена кармических узлов. И смотрите, чем для вас это ознаменуется. Поскольку 10 дом это у нас точка цели, либо иными словами дом профессионального, социального успеха, карьерного роста, то для вас это колоссальный рост, успех, авторитет. Это профессиональные достижения, то есть социальный статус, репутация, получение наград, быстрый рост по карьерной лестнице, либо расширение бизнеса. Может быть, не запланировано, но ситуация, когда вот пришло известие, вы там меняете статус, становитесь матерью или отцом, или не успели там встречаться, встречаетесь без году недели, а вам тут предложение руки и сердца. То есть это настолько быстрые, скоропостижные изменения, к которым вы, в принципе, может быть, не готовы принять, адаптироваться, но они вас фактически захлестнут. И здесь, как мы видим, действительно эти перемены во благо. Смотрим с вами 11 дом. Что у вас по 11 дому проходит? 5 пентаклей. А вот здесь будут кардинальные перемены. 11 дом у нас точка социальности. И здесь о чем она говорит? Поскольку 5 пентаклей точка невозврата, точка кризиса, это, знаете, ситуация, когда вы проснулись в один миг и осознаете, а кто все эти люди, которые меня окружают? Почему они рядом со мной? Они меня обесценивают, или они тянут на дно, или они вообще не соответствуют тем моим планам, целям и задачам, которых я хочу достичь. Поэтому могу сказать, фактически здесь будет зачистка вашего окружения. Здесь может быть закрытость, отстраненность, потому что 5 пентаклей не то чтобы нежелание ни с кем общаться, это оставить для себя максимально узкий круг общения. Да, если вы рассчитывали на помощь спонсоров, меценатов, поддержку, ее здесь не будет, здесь рассчитывать только на свои силы. И если вы открываете новые проекты какие-то, как вам правильно сказать, то это развитие проектов на хейте, на черном пиаре. Хейтеров будет очень много, потому что 5 пентаклей это не принятие какой-то новой модели, новых планов, но вот как раз на хейте здесь будет расти, допустим, ваш проект, ваша какая-то социальная активность, потому что здесь вот как раз из-за того, что идет непринятие, вы абсолютно разные, вот это может вас вытолкнуть, к новым горизонтам. Но в целом это даже не про окружение как таковое. Здесь карты говорят, поскольку у нас еще дом благотворительности, что нужно помогать, поддерживать, направлять. Именно это вот тем, кто нуждается, потому что именно отдача тем, нуждающимся, вам будет возвращаться старицей. И впоследствии вы сможете исполнить свои мечты, идеалы, планы, цели и задачи. Если вы рассчитывали здесь на выигрыш, то выигрыша не будет в течение этого периода. И более того, здесь не будет каких-то меценатов, спонсоров.
Здесь больше рассчитывать на свои силы. Ну, или девушки меня часто спрашивают, а вот если я в браке на содержании у мужа, и он мой спонсор, покровитель, и все в одном флаконе. Здесь немножечко другая ситуация. Это не относится к 11 дому. Здесь это фактически как совершенно чужие для вас люди, которые безвозмездно могли бы вам давать свои ресурсы. К вашему супругу или, допустим, супруге это не относится. Потому что я знаю, что есть такие вопросы, и часто такое пишут. То есть это больше касается социальной жизни, социальной активности. Еще раз, смена окружения, смена приоритетов, смена людей – это помощь тем, кто нуждается, и, как следствие, за счет этого будет ваш духовный рост. Смотрим, чем у вас будет здесь представлен 12-й дом. Что по 12-му дому? 4 жезлов. У нас 12-й дом – точка одиночества, или, как мы говорим, точка изоляции, точка самосовершенствования. Но вообще, конечно, 12-й дом у нас отвечает за следующие вещи. Это монастыри, это больницы, это клиники, это санатории, это дома отдыха, это ретриты. Это, в принципе, изоляция от окружающего мира. Допустим, вы поехали на отдых, отдыхаете на острове, ретрит, или купили там себе недвижимость, то есть быть изолированными от мира. Но вы понимаете, что изоляция бывает как принудительная, так и добровольная, и здесь очень часто это может говорить о разного вида ситуациях, поскольку 12-й дом – это еще закрытые организации, это секретные учреждения, это тайные оккультные науки, это, в принципе, вопросы глубинной памяти, работы с ней, это уединение, это приюты, это проработка страданий, страхов, это взаимодействие с врагами. Ну, в целом, это вопросы скрытых болезней. То есть тут можно перечислять бесконечно, и карма в том числе. Ну, давайте смотреть, как это вяжется с 4 жезлов. Поскольку 4 жезлов идет по 12 дому, что здесь? Может быть, вы на свои деньги захотите открыть приют или какую-то бесплатную клинику. То есть это, как знаете, благотворительность в одном флаконе, социальная деятельность, но то, что как бы идет во благо. Опять же, работа на дому или открыть свой дом, связанный с эзотерическими знаниями, с вопросами оккультизма, или, может быть, просто эзотерический магазин. Или, опять же, консультирование на дому, то есть какая-то эзотерическая ниша, эзотерические сферы. Покупка или продажа недвижимости, ну, как правило, на островах или в каких-то более таких закрытых заповедных местах или изолированных зонах. Еще это может быть работа в таких учреждениях, то есть закрытый гостинично-ресторанный комплекс, ну, допустим, для военных или там, для каких-то, ну, то есть спецлица, знаете, как я говорю, высшие эшелоны власти. Опять же, если это работа в каких-то закрытых лабораториях и учреждениях, для вас это стабильность, это увлечение своим делом и это развитие. Если это касается вопросов скрытых болезней, то есть это восстановление, это реабилитация, это 4 жезлов весь организм. То есть здесь, ну как, открытие возможностей для себя через санаторно-курортное лечение, через ретриты, через спа, то есть восстановить свою целостность, в первую очередь ментальную, эмоциональную и энергетическую. Еще 4 жезлов в 12 доме. У кого-то, может быть, я уточню на всякий случай, поймите, ситуации бывают разные, не дай бог, конечно, но бывает и вопрос домашнего ареста, поэтому сейчас нужно посмотреть, что здесь. Ну, по 5 чаш здесь такая ситуация. Это может быть осознанная изоляция, но это не связано с законодательной базой. То есть, не дай бог, это, конечно, вот рыцарь Пентаклей, это может быть связано с какими-то карантинными ограничениями. Ну, утрированно, это не касается всех. Ну, возможно, вы там находитесь в какой-то локации, где произошла там вспышка какого-то заболевания. Как следствие, вы будете вынуждены здесь быть отрезаны от мира. Понимаете? То есть, или, допустим, вы живете в зоне боевых действий, и туда ограничен подъезд, выезд там и так далее. Или если это оккупированная территория, то вот видите, по этим картам это находиться, по сути, ну, как изолированными от мира. То есть какие-то ограничения здесь идут. Это вот тот максимум, который может пройти для вас по 12 дому. Ну и смотрим для вас рекомендацию на этот период полуторагодовалого цикла. Что здесь? Сила.
Но что могу вам сказать? Вам все по силам, вам все по плечу. Самое главное действовать и не бояться. Здесь это время, когда вы будете пускать корни, причем многие на новом месте. Это обретение возможностей, ресурсного состояния, восстановление сил, здоровья и обретение поддержки, потому что сила – это когда есть на кого опереться. И дно колоды у вас солнце, это как по-новому засиять. Это для некоторых продолжение рода, потому что, повторюсь, у вас аспектированный ось 10-4 домов. Поэтому действуйте, пусть информация вам будет во благо. Вы, пожалуйста, или во время этого периода, или после, дайте обратную связь, напишите, созвучен ли с вами расклад и та информация, которую я вам подаю. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео. Благодарю вас за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.